Пропала девушка-дайвер, Кристина Осипова. Это случилось за неделю до событий, речь о которых пойдет в этом видео. Сразу скажу, большинство информации о происшествии, описанной в СМИ, не имеет ничего общего с реальностью. Кристина и ее муж Юрий знакомы дайверскому сообществу Хургады. Это опытные подводники с большим количеством погружений, в том числе и глубоких. Их редко видели не вместе. Жизнерадостные люди, которых сближал не только брак и их дети, но и общее хобби. У каждого из них было собственное надежное снаряжение, подходящее для спуска на глубины более 40 метров. В тот роковой день ребята погружались в компании технодайверов у острова Малый Гифтун. Глубина здесь превышает 100 метров, и обычных туристов сюда практически не возят. Главной ошибкой стало то, что в баллонах был только воздух. Я не буду пытаться угадать, что именно произошло и как развивались события. Надеюсь, что со временем Юрий найдет в себе силы и расскажет факты сам. Никто, кроме человека, познавшего такую боль утраты, не сможет убедить других людей, что некоторые вещи в нашей жизни лучше не пробовать вообще. Или не пробовать без должной подготовки. Этим видео я хочу предостеречь вас от ошибок, не совершив которые вы избежите трагических последствий. Я попытаюсь сделать это не просто словами. Я покажу вам на собственном опыте, что может произойти на большой глубине. Случившееся с Юрием и Кристиной произвело на меня удушающий эффект. В первые дни после трагедии моя жена получала свой первый сертификат дайвера в паре километров от острова Малый Гифтун. А я снимал это действие на видео. Если среди туристов и заезжих дайверов царила спокойная, радостная обстановка, то среди инструкторов и команды регулярно случались словесные перебранки. Ощущалось волнение. Слышались частые обсуждения событий на соседнем дайв-споте. Никто не знал подробностей событий. Известно было только то, что в воду ушли 9 человек, а всплыли всего 8. Эти разговоры, постоянное перешептывание между людьми, которые раньше всегда были на позитиве, отзывались именами страха в моей душе. А страх? Страх – это главный враг человека под водой. Он очень быстро перерастает в панику. А паника в этом мире – синоним смерти. Со страхом нужно бороться. Так я решил для себя. У меня была неделя для подготовки к первому глубокому погружению и получению сертификата Deep Diver. И это моя первая ошибка – неправильная мотивация. Тем не менее, я твердо решил для себя сделать видео о глубоком погружении в километре от событий того дня и в минутах от собственной беды под водой. Я покажу все как есть, без лишнего монтажа, без цветокоррекции, без приукрашивания собственных мыслей и ощущений в эти часы. Возможно, так вы лучше сможете понять, чего делать не стоит. И почему. Вы увидите, как радость от нового опыта может быстро смениться апатией и отторжением подводного мира. Яхой, ребятки! Доброго времени суток! Я очень надеюсь, что время суток вечер. День, надеюсь, понедельник. Это будет значить, что на нашем канале у вас стоит колокольчик, и вы первыми смотрите это видео. И в эфире канал Море, канал обо всем интересном, о приключениях, которые можно найти ниже уровня Мирового океана. Туда я сегодня и отправляюсь. И, честно сказать, впервые за весьма долгое время испытываю волнение. С чем это связано, может быть? Давайте разбираться. Ну, во-первых, вчера я приобрел себе новый подводный фонарик фирмы Aqualung за какие-то нереальные для меня, но весьма адекватные для Хургады $200. Вот, и, наверное, волнуюсь, что не найду повода сегодня его использовать. Вторым вариантом может быть то, что я уже целый месяц не получал сертификаты. И какой сертификат я получу сегодня, я думаю, вы скоро догадаетесь. Поэтому, скорее всего, меня не волнует то, что меня ждет 4 погружения на глубину более 40 метров. А может быть и волнует. Справлюсь ли? Давайте разбираться. Итак, рубеж 50 погружений пройден. В голове содержится очень много информации о дайвинге, как и физическом процессе. Это уже давно не просто отдых, это часть жизни, без которой очень сложно обойтись. Я прекрасно представляю, как чувствует себя человек на разных глубинах, какие процессы происходят с воздухом при погружении и всплытии,
что нужно делать в случае возникновения тех или иных проблем и как себя уберечь от них до спуска в воду. Но попадать в такие ситуации самому мне ранее не доводилось, поэтому большая часть знаний – теория. Да и 50 погружений – это не 500. И здесь нет никакой разницы, какими сертификатами я обладаю. Я по-прежнему романтик, грязящий море его тайнами. Молодой дайвер, смотрящий на мир сквозь розовые очки. Прекрасно проводить утро вот так, просто вот так. И ничего больше не нужно. Да, ребят, это был самый короткий брифинг в моей истории. Наслаждайтесь. Мы спустимся на 40 метров, ты напишешь что-нибудь на планшете, и мы всплывем. С этим я справлюсь. Оборудование собрано и готово к погружению. Стандартная процедура. Все подключить, проверить, прослушать брифинг, готовиться к спуску под воду. Но на яхте внезапно разгорается конфликт. Причин его в тот момент я не знал, ибо арабским не владею. Зато знал, что все собранное оборудование, все разложенные по привычным местам вещи нужно срочно отключать, собирать и переносить на другое судно. Привычная последовательность действий нарушена. Вот такое странное ощущение, когда твоя лодка уходит без тебя, ребята. Все-таки повод для волнения был, и был не зря. Начинаю переживать не о будущих занятиях под водой, а о решении проблем на поверхности. Мало представляю, что вообще происходит и что послужило тому причиной. В такой обстановке приходится заново проводить сборку оборудования и изучать новое транспортное средство. У нас продолжается веселуха. Лодка, на которой мы постоянно ходим, шла на другой риф, там, где нет достаточной глубины для получения моего сертификата. Поэтому мы пересели вообще на другой какой-то дайв-бот. Я обошел его со всех сторон, так и не нашел его названия. Так что лодка no name, place no name. Не зря волновался. Название лодки я чуть позже узнал. Того требует регламент. В случае непредвиденных обстоятельств каждый дайвер должен четко знать название своего судна. По второму кругу ищу себе баллон, подключаю оборудование и возвращаюсь к инструктору изучать новые элементы снаряжения. Дополнительный баллон среди дайверов называется Stage. Он всегда должен быть у вас, либо у инструктора, при погружениях свыше 40 метров, на случай, если у вас закончится воздух в личных баллонах. Приятно наблюдать, как подготовку дополнительного оборудования производит профессионал. Ну что, сейчас будем отправляться. Какую-то бумажку дали мне. Мы не ставили перед собой заоблачных целей в ходе первого погружения. Согласно брифингу, задача была простая – спуститься на дно у дайв-бота, проплыть вдоль него определенное расстояние до нужной глубины в 40 метров и, собственно, произвести какие-то действия с подводным планшетом. Конечно же, я уже спускался ранее на подобную глубину. Никаких проблем, страхов или волнений по этому поводу я не испытывал. На самом деле, в ходе учебных погружений дайверы выше уровня Advanced чувствуют себя очень комфортно. С тобой рядом проверенный временем инструктор. У тебя есть четкая задача и цель. Никаких лишних мыслей или действий. Есть время для изучения нового оборудования, способов его подключения к компенсатору плавучести. Есть время для контроля за глубиной, бездекомпрессионным временем на ней, остатком воздуха в баллоне. Остается неспешно двигаться и наблюдать, как краски покидают окружающее пространство с каждым новым метром погружения. Продвигаясь
вдоль сумрачной поверхности дна, я раз за разом возвращался в своих мыслях к истории трагедии Кристины и Юрия. 9 человек, опытный гид, теплое море, достаточный запас воздуха, дополнительный баллон, множество товарищей, которые могут прийти на помощь в случае проблемы. Так что же могло пойти не так? А уже спустя пару минут я впервые наблюдал, как счетчик без декомпрессионного времени на текущей глубине досчитал последние секунды. Правда, порассуждать на эту тему было некогда, нужно было выполнить упражнение. После изучения учебника я был уверен, что мне придется производить какие-то математические расчеты, решать задачу. Все оказалось гораздо проще. Согласен, оригинальностью мой ответ на предложенное задание не блещет. Зато в очередной раз укрепить отношения между тобой и наставником, почему бы и нет. Задание выполнено. Нас ждет возвращение на яхту с 2, как минимум, декомпрессионными остановками. Превысив лимиты нахождения на глубине, нам придется задержаться на 20 и 6 метрах больше, чем обычно. Зато появилось достаточно времени для проверки нового фонарика. Занять себя чем-то, чтобы уйти от невеселых мыслей. Но и тут первым впечатлением было разочарование. Мне показалось, что света недостаточно. Особого возвращения цветов в окружающем пространстве выявлено также не было. Свет оказался каким-то желтым и неприятным для видеосъемки. Обнадежило только то, что рыбы никак на него не реагировали, не пугались, не проявляли неудовольствия или агрессии. Куда больше порадовали солнечные лучи в верхнем слое воды. Привычные глазу цвета, яркие и жизнерадостные рыбки. На фоне однотонного и немого мира глубин здесь даже дышится легче. Это скорее метафора. Современные сбалансированные регуляторы позволяют с одинаковой легкостью дышать как на больших глубинах, так и у поверхности воды. Ну что, как говорится, это вам не это. Тут уже не 1,5 часа, 40 минут всего лишь. 40 минут, 45 где-то метров. Ну, это, скажем так, немножко другое. Немножко другое. Продолжим. Интересно. Второй спуск доставил куда больше удовольствия с эстетической точки зрения. Если в ходе вашей поездки на дайв-боте предусмотрено несколько погружений, каждое последующее должно быть менее глубоким, а время между ними должно увеличиваться. Нельзя забывать, что ваш организм под водой постоянно накапливает азот, и время на поверхности дает возможность вывести его естественным путем, с дыханием. Мы спустились на 35 метров, провели небольшую тренировку стандартных навыков работы с оборудованием, таких как снятие маски, продувка ее под водой, нейтральная плавучесть, передача альтернативного источника воздуха бади-партнеру. А остатки времени наслаждались изучением обитателей этих глубин и необычных мест. Например, морские звезды этого вида крайне редко встречаются на глубинах менее 10 метров. А те, что живут у поверхности, скажем так, не очень похожи на звезд, скорее на черных червей. Также на глубине чаще попадаются пещеры, куда можно заплыть при наличии соответствующих навыков. Подобного сертификата я пока не имею, поэтому инструктор не разрешит мне зайти внутрь. Даже просто приблизиться к пещере нельзя, пока учитель не убедится в отсутствии опасности. Ну что ж, вход свободен и безопасен. Мне предоставлена возможность проверить фонарь в идеальной обстановке. И вот тут я впервые за этот день обрадовался. Тьма пещеры не смогла победить 900 люмен, и пусть неохотно, но открывала перед моими глазами стаю удивленных рыб. Настроение улучшилось.
грустные мысли покинули голову. Под водой очень многое зависит от вашего настроения и состояния. Как только я смог успокоиться, и пусть не избавиться от тоскливых рассуждений, но хотя бы отодвинуть их на задний план, картинка вокруг стала радостнее. Каждое погружение несет в себе какую-то цель. Кто-то ищет острых ощущений, кто-то бежит от мира наверху, кто-то открывает новый мир уже здесь. В моменте я полностью осознал, что люди приходят под воду, в первую очередь, за эмоциями. Например, вы когда-нибудь видели, как зевает мурена? Смотрите внимательно. Удивительное зрелище, не правда ли? Именно такие моменты дарят эти самые эмоции. Именно за ними группы дайверов опускаются под воду. Я могу только предполагать, но мне кажется, что в какой-то момент, в пределах какой-то глубины, люди перестают их чувствовать, им хочется большего. Ведь на следующих 10 метрах может ждать новая эмоция. Добраться до нее труднее, путь к ней опаснее, риск увеличивается, ставки растут. Но так уж человек устроен, запретный плод сладок. Попробуйте ответить себе на вопрос, что вызывает самые яркие эмоции в вашей жизни сейчас. Деньги, любовь, путешествия, или может быть и риск, страсть к приключениям. Могу ли я осуждать дайверов, которые превысили границы допустимого, нарушили правила? Наверное, могу, особенно зная, к чему все привело. Но понимаю ли я, зачем они это сделали? Безусловно, понимаю. Даже зная, что самая живая, самая яркая и самая безопасная часть моря находится в пределах 20-метровой глубины, я все равно решился опуститься сильно ниже. Да, основным толчком для этого стало эмоциональное потрясение от событий с Кристиной и Юрием. Но не обманываю ли я себя? Не слышу ли в голове зов глубины? Не хочу ли повстречать новые виды рыб? Огромных подводных созданий из мифов и сказок? Не влекут ли меня затопленные корабли или поиск сокровищ в затонувших пещерах? Не хочу ли оказаться там, где до меня были только избранные, и стать одним из них? Да, и еще раз да, хочу, хотел. Безумно хотел. Понимал ли риски? Понимал. Осознавал ли, чем все может закончиться? Нет. Понятие «осознать» — две чертовски похожи на такие разные вещи. И если бы меня сейчас спросили, а ты бы повторил свои погружения, если бы знал, чем все закончится? И тут тоже нет. Как я и говорил, пройти по пути людей, в конце которого ждала трагедия, это очень плохая и неверная мотивация. Ладно, полпути уже пройдено все равно. Предлагаю разобрать ошибки первого дня. Первое. Если обстоятельства слаживаются не в твою пользу, если ты волнуешься сам по себе перед погружением, а каждое новое событие добавляет нервов и расстройства сверх того, лучше перенести погружение. Смена яхты прямо перед отправлением, ссоры между экипажем и инструкторами – не лучший фундамент для погружения, тем более глубокого. Вторая. Если ты считаешь, что информации на брифинге было недостаточно, если у тебя остаются вопросы к преподавателю, тем более в том, что касается декомпрессии и выхода за НДЛ, обязательно задай их. Лучше узнать обо всем до момента, как во рту окажется регулятор. Все-таки фонарик оказался полезнее, чем я поначалу подумал. Зацените место, всплыть. Красивая стеночка, хорошие глубины, большие мурены. Всего 2 ошибки за целый день. Вроде и немного, да и не принесли никаких проблем. А нет проблем, нет и правильных выводов. Зная о том, что произойдет на следующий день, всю ночь бы изучал функционал своего компьютера. Да, лучше бы Йозеф кинул этим тросом в меня, окатив морской водой. Может, мозг бы встал на место. Третья ошибка не заставила себя ждать. Вы только оцените силу ветра на следующий день. Любой учебник по дайвингу выделяет отдельным пунктом правила. Заметили неподходящие погодные условия – не погружайтесь. Смотрите, ребят, чем дайверы от снорклинга отличаются. Но нет, настроение бодрое, рядом жизнерадостные друзья-снорклеры, вокруг море и солнце.
Оборудование подготовлено, собрано, проверено и надето. Наставник ждет в воде, значит, пора и мне покинуть палубу, несмотря на раздражение от количества туристов и недовольство погодой. Справедливости ради, стоит отметить, что к моменту прибытия на Абу-Рамада-Айленд ветер начал успокаиваться. Лодок на рифе было немного. Вперед за новым опытом. Я обязан сказать, все допущенные сегодня ошибки исключительно моя вина, а некоторые допущены даже с моего согласия. Начнем с того, что мы решили не брать с собой стейдж, посчитав, что дополнительный баллон будет только мешать. Я сам добровольно отказался от дополнительного запаса воздуха. Наверное, если вы спросите меня почему, я не найду, что ответить. Все прочие достижения великого дайвера тоже моих рук дело. Инструктор вел себя максимально корректно и профессионально. А вот я расслабился. Да и как не забыться, наблюдая за противостоянием учителя и ската в скорости. Не знаю даже, кому отдать победу. Как не потерять сосредоточенность, когда перед тобой появляется 1,5-метровая рыба-крокодил. Таких больших особей этого вида мне еще не доводилось встречать. Только посмотрите на акварельный рисунок на его спине. Даже не верится, что сама природа может создать такой уникальный и гипнотический камуфляж. На самой глубокой точке нашего погружения я был настолько поражен пастью огромной пещеры, что даже не заметил, как камера под воздействием давления переключилась в режим таймлапс. Куда больше меня занимали дайверы в 30 метрах от нас. Я был преисполнен чувством собственного величия, ведь я так глубоко по сравнению с ними. Смотрят ли они на нас, рассуждал я, видят ли, какие мы крутые и смелые. Скорее всего, если они нас и видели, то скорее думали, зачем эти двое так собой рискуют. А дальше, как мне кажется, я совершил ошибку, которая стала отправной точкой для череды последующих неприятных событий. Мы возвращались назад, когда учитель заметил что-то на дне. Я находился выше его, придерживался глубины в 20 метров, проходя декомпрессию. Но любопытство победило. Я снова опустился на 5 метров, дабы поинтересоваться находкой. Это были солнечные очки. Хорошие французские солнечные очки, которые обычно носят капитаны дайв-ботов. Бесспорно, находка интересная. Маленькое сокровище современного мира. Вещь в коллекцию подводных находок. Подозреваю, что и стоит она немало, особенно по меркам Египта. Вопрос в другом. Неужели я не мог дождаться выхода из воды и позже рассмотреть этот специфический клад в деталях? Мог. А что получил в итоге? В результате этого необдуманного действия я прервал декомпрессию. И не только прервал, а погрузился еще глубже. Кажется, всего 5 метров, не так и много. Я даже соглашусь с этим утверждением, а вот компьютер не согласился. На нужной для декомпрессии глубине я провел меньше времени, чем было необходимо, особенно с учетом установленного на компьютере режима максимального консерватизма. Набрал лишнего азота, провалил остановку. Подводные часы после всплытия заботливо уведомили великого дайвера, что режим дайвинга заблокирован на 24 часа. Разрешается использовать только режим погружения с глубиномером. Разумеется, в данный момент я еще об этом не знаю. Просто любуюсь стенкой рифа и ее обитателями. Еще бы. Очаровательные антия, цицезии, аратроны. Все цвета радуги и геометрические формы у кораллов. Закачаешься. Конечно же, радуюсь новой покоренной глубине. Чувствую себя невероятным профессионалом в новом деле. Вместо того, чтобы следить за отсчетом времени до окончания декомпрессионной остановки на компьютере. Это ли не отличительная черта профессионалов? Положиться полностью на бади-партнера, переложить на него всю ответственность за направление, глубину, время и самозабвенно любоваться рифом. Стыдно и противно. Ну а дальше, на крыльях новых ощущений, отправиться на второе погружение. С заблокированным компьютером. Ребята, у нас сумасшедшие. Описать эмоции очень трудно. Но что-то новое мне, наверное, сегодня открылось. Глубину видео озвучивать не буду. Спрашивайте в директ. Но это даже не восторг. Это наркотик, который очень страшный, но от которого очень трудно отказаться. Наркотики до добра не доводят, как и 180 бар в новом баллоне.
Я проверил давление в 5 разных, во всех 180-185. Реалии дайв-центра ProMaster Red Sea. Погружение с неполным баллоном тоже стоит назвать ошибкой. Чувствуете, как все цепляется одно за одно? В целом, пересматривая свои эмоции на поверхности, этот восторг и ни слова об ошибках, проблемах, возникает ощущение, что передо мной другой человек. Можно ли повзрослеть за 2 часа? Не знаю, наверное, да. Посидеть точно можно. Я надеюсь, что в ходе крайнего погружения смогу погрузить вас в свою шкуру, чтобы вы не повторяли моих ошибок, чтобы почувствовали то, что чувствовал я, а возможно чувствовала и Кристина перед своим исчезновением, чтобы услышали то, что слышал я, и слышат тысячи дайверов по всему миру, проходя через отметки в 30 и 40 метров. Уверен, вы также не ошибетесь с определением момента, когда в мой регулятор начала поступать вода. Единственное, чего вы не увидите – страха. Его действительно не было, в этом я готов поклясться. Поэтому позже мы вернемся еще и к вопросу кислородного отравления. Поскольку мой компьютер находится в режиме погружения с датчиком глубины, я вывел примерные данные о глубине и количестве воздуха в баллоне в правый нижний угол экрана. Первый сигнал предупреждает о прохождении отметки в 30 метров. Следующие сообщат о достижении 40 метров, где инструктор даст установку остановиться и не двигаться дальше, не двигаться глубже. Вы когда-нибудь стояли на обрыве скалы? Если нет, то стоит попробовать. Если да, умножьте эти ощущения на 10. 100-метровый дроп-офф на 40 метрах выглядит невероятно. Это зрелище свободно свести с ума, иногда даже буквально. Ведь ниже этой отметки воздух начинает постепенно становиться токсичным для человека. Это зрелище заставляет забыть обо всем на свете, в том числе о контроле за количеством воздуха в баллоне. Нам стоило разворачиваться уже сейчас, немедленно. Но мы решили проплыть вдоль обрыва, чтобы обратный путь не совпадал с маршрутом прибытия. Мне стоило просто посмотреть на манометр и передать информацию наставнику. Но какой же вид тут открывается? Если бы эта скала стояла на поверхности, ее бы точно окрестили мыс дракона или хребет носорога. Вы переноситесь в мир Dungeons and Dragons, чувствуете себя героем фэнтези. А для фэнтези характерны сказочные монстры. Никто, даже акула, не подошел бы на эту роль лучше, чем 200-килограммовая рыба Наполеон. Она здесь, прямо под нами. Если бы догадался включить фонарь, и вы бы ее увидели. А так придется показать фото. Если присмотритесь, вскоре увидите поднимающегося из каньона 100-килограммового каранкса, а чуть позже лирохвостого группера, примерно такого же размера. Это малое утешение от отсутствия качественной записи Наполеона. Для таких съемок понадобится камера и свет посерьезнее.
Тем более, что подводный кейс GoPro, который производитель рекомендует использовать до 60 метров, не справляется со своей задачей. Кнопки перестают работать, режимы переключаются сами по себе. Это убивает. Но увидеть такое чудо природы сблизи – огромное искушение. Да, еще одна ошибка. И теперь я немного помолчу. Услышали звуки воды в регуляторе в каньоне? Как-то резко стало не до съемок. Правда, не стоило выключать режим записи. До подъема на 40 метров включить его снова у меня не вышло. Параллельно пришлось решать проблему с поступлением воды, настраивать регулятор усилия дыхания и вентули. Проблема решилась, но в баллоне осталось только 60 бар. Если эта информация стала шоком для моего инструктора, виду он не подал, за что ему отдельное спасибо. Всю обратную дорогу до глубины в 10 метров я старался ни о чем не думать, чтобы экономить воздух. Конечно, я прекрасно понимал, что мы пропускаем необходимые глубины и тайминги для декомпрессии, но также я понимал, что и выбора у нас нет. Очень странно было изучать свой манометр, когда стрелка приближалась к отметке в 10 бар. Как я уже говорил, страха не было, скорее был интерес. А что дальше? Почему мы здесь, а не около дайв-бота? Интерес усилился, когда я показал инструктору один палец. Так показывают остаток давления в 10 бар, а не то, что вы подумали. Мне незамедлительно предложили альтернативный источник воздуха. Это предложение было крайне щедрым. Взглянув на манометр учителя, в котором оставались те же 10 бар, я решил отказаться. И вот мы на якорном тросе. По просьбе инструктора нам, пусть и не с первой попытки, но передали новый баллон. Не слишком рабочий, подпускающий воздух, но с теми же 180 барами давления. Буквально манна небесная. Оставалось смотреть на выходящие из первой ступени пузырьки и осознавать, как близко я был к трагедии. Нас ожидало 40 минут декомпрессии и мыслей. Мы на поверхности. Не всем повезло так же. Симптомы декомпрессионной болезни проявятся позже, ближе к вечеру. В тот момент меня разрывал истерический хохот от воздушного отравления и выхода адреналина. Позже меня накроет апатия, а после нее желание разобраться во всем, что я сделал. Проплывающая у рифа гигантская черепаха в очередной раз продемонстрировала: все прелести моря лежат здесь, совсем рядом, на освещаемых теплым африканским солнцем стенах рифов. Чтобы познакомиться с ними поближе, не нужно погружаться сверх установленных правил, не нужно гоняться за недостижимым в попытках проверить свои пределы. Ведь в одном движении лаз за ними вас ожидает только смерть.
Каждый день тысячи туристов погружаются в глубины Красного моря. И я снова туда отправлюсь, когда найду в себе силы преодолеть новый страх. Ведь страх тоже эмоция. С момента моего погружения прошло уже 3 дня. Это время было наполнено встречами с инструкторами и знакомыми дайверами, кучей телефонных разговоров и переписок в социальных сетях, анализом погружения на моем компьютере. С каждой новой беседой, с каждым разобранным фактом я находил все больше ошибок в собственных действиях, все больше небрежности в, казалось бы, продуманном и подготовленном плане погружения. Все больше понимал, как близко оказался граница трагедии. Восторг, вызванный кислородной интоксикацией, быстро сменился досадой от собственной глупости и излишней самонадеянности. Надеюсь, что большинство людей, которые посмотрели это видео, умеют учиться на чужих ошибках. Я выражаю свои самые искренние соболезнования семье Кристины и где-то на самом краю сознания не оставляю надежды, что она найдется.